Ребята, всем привет, с вами Баджер, это мутные пазлы, они же Midforce Puzzles. Сегодня посмотрим запись войны против воинов света, да, именно капсом, воины света с нижним подчеркиванием. Это была война с дождем со стрел, 18 тапков у нас оставалось, на момент записи 40 тапков было у соперника. Да и воевали мы, в принципе, 22 на 23. Откидывал все тапки я утром. Вот после днюхи жены мне было тяжко, если честно, драться и что-то озвучивать. Поэтому вот так как есть. Соперник, никого не хочу обидеть, но плюс-минус проходной. Ребята в основном 5700. Вот там и буквально несколько человек там есть около 5800. И там что-то, по-моему, даже там около 6 там кто-то есть. Возможно, даже я на него и пойду, не помню. В общем, 6 тапков. Первого беру Алика, 5925, цифры красивые. Беру свою ударную тройку с 6 камней, 2 хила. Данте такой плюс-минус больше саппорт будет у меня здесь. Ну и, естественно, нужно мне 6 зеленых камней для того, чтобы начать выносить всю эту бригаду. Есть вариант, пока только желтые я вижу, поднять наверх. Или прокинуть синие в Джимми, которые справа вертикально. Но все-таки решаю сначала поднять желтенькие. Тут 4 никак не сложить. Ну, опять-таки, можно или тройку хоть снизу, хоть сверху. Вот, закинул одну троечку. Теперь, возможно, есть смысл даже красные с синими собрать слева. Или вот собственно, так я и собираю. Полетела чуть-чуть комбо с желтых, ну ничего страшного. Зато у меня еще есть 3 верниковых зеленых камня, которые я собираю, и уже можно присмотреться к Джимми. В общем-то, здесь, пожалуй, 800 хп у него. Я думаю, возможно, с 2 ультимейтов он отлетит. Но решаю сначала снять все-таки бандаком, насмешечку его. Остается 500 хп, но там плюс броня. И я так думал. И все-таки решился одним энгусом попробовать добрать. Но там слишком много было брони. Плюс энгус у меня чуть-чуть был коснут. И реально остался 1 хп. Ну, это все карты мне спутало, потому что я уже видел, как я в Диаочан прокидываю эти 3 камня. То получилось так, как получилось. 1 хп, вот это, такое бывает. Тем не менее, зарядили мы своего Данте, чуть-чуть там миньончиков поднабрали. Там, между прочим, враги тоже обрастают миньонами. Зеленые камни у меня тем временем закончились. Там 3 штучки, 4 есть. Вот, но их собрать... Ну, это очень тяжело, поэтому тут надо или красные, но красные я могу только под петушком собрать вот этим, или вот что-то собирать непрофитное под Диаочан. Вот, да и как бы уже пора бы призадуматься о том, чтобы зарядить синего своего хиллера. Собственно, мы его и зарядили, это было очень прекрасно и актуально. Получаем люлей немножко, даже я бы сказал не немножко, а вполне себе достаточно сильно от этого Арамакао, или как там его, да. Готовится ультануть Атропос, в этот момент улетает комбо, заряжаются мои 3 ударника. Ну, Атропос, конечно же, бьет туда, куда надо. На самом деле мне повезло, что не во всех 3 шутеров. Вот, ну... Дальше, на самом деле, здесь я уже вижу, что я сейчас смогу попробовать, наверное, бароном. И, возможно, там еще подогнать какой-то камень зелененький. С ульты, понятно, я не пробью там и миньона, и все эти бафы бароном. Но, да, там остается совсем чуть-чуть. Куча миньонов, на самом деле. И мне, ну, возможно, даже нужно уже взрывать кристалл. Или попробовать все-таки, вот, да, через морду. Подошли еще зеленые. Теперь я точно знаю, что я доберу, потому что поле вылезло просто шикарное. Хорошо сработала контра Энгуса. Это всегда приятно видеть. Ну и, в общем-то, с Аликом здесь осталось только довести до логического завершения этот этап. Потому что, ну, стартовую поляну пережили. А
сейчас, вот конкретно в данный момент времени, уже остается дело техники. Решила, короче, сначала Атропос ушатать. Показалась мне она более неприятной, тем более на ней там был дебаф от брони. Вот, от Джейтоса. Но она просто всячески цеплялась за жизнь, не хотела умирать. Увернулась 100 раз из 100. Вот, ну, короче, немножко меня обломило, но ничего страшного. Вот. Я был готов к этому развитию событий. И начинаем все по новой. Она обламывает моего Данте, как обычно, все по скриптам. Подгоняем сейчас еще фиолетовые в центре, подхиливаемся. Вот, заряжаем теперь зеленых. И все-таки попробуем добрать сначала Атропос. У него там чуть меньше 600 хп. Можно попробовать одним каким-то бойцом. Правда, не под ослеплением, вот этим багованным. Ну, все, Энгус справился, молодец. Ну и дальше остается разультиться и прокинуть еще, найти где-то 3 камня. Пока у нас баф на разгон маны есть. Отлично, хорошо. Сейчас подгоним еще один камень зеленый, зарядимся. И можно будет свой первый тапок успешно завершить. Или завершить. Завершить все-таки, да. Казалось бы, 5900. Вроде как хорошая такая цифра. Мощная, красивая. Сейчас вполне себе уже стандартная. Но не сказал бы я, что самая такая агрессивная команда обороны. Или мне просто повезло. Камня подсыпали неплохо. Но это только первый этап был. Еще 5 оставалось. И дальше мы пойдем на бригадира. Это вот как раз таки тот момент, когда 5800. Но весьма интересно выглядит команда обороны. Опять-таки я беру свою вторую 6-зарядную зеленую команду. Беру сюда в подмогу Хэпри, который мне, по идее, должен был помочь ушатать это все. И Хорус здесь такой чисто спаситель, потому что я понимал, что брать кого-то с большим количеством бафов не будет профитно, все поворуется. Опять поле хорошо подогнали, я не хотел здесь сделать кристалл, вообще не хотел, потому что, ну, зачем мне эти лишние комбинации, я просто решил подогнать аккуратненько, насколько это было возможно, но игра всячески меня проигнорила, она сама решила, что комбо должно полететь, должен зарядиться Данте, ну, тем не менее, мы зарядились, пробуем пробивать, естественно, Данте. Хотя здесь плечи намного более важнее. Естественно, обед преднаместья сработал. 36% ребята сработал. И пробиваем грубой силой. Грубой силы чуть-чуть не хватает. Остается 70 копейками хп. И у меня не совсем интересная ситуация, когда я понимаю, что у меня добить нечем. Вот. То 1 хп у Снежка, то вот здесь вот так. Причем поле было настолько шикарное, что у меня даже переворачивается поляна. Один камень под критом, его было недостаточно. Еще один камень под критом вот сейчас только сработал. И получается, что, ну, блин, всего-навсего эмки сработали один раз у Данте. Я не снял у него стихийку. И это, ну, на самом деле мне очень сильно подосрало этот тапок. Зарядился Аид, там ультанул, зарядился дракон. И сейчас я смотрю, ну я могу реально ультануть только в дракончика Хэпри. И под него вот, пожалуй, прокидывать желтые с фиолетовыми. Потому что я понимаю, что Хоруса уже нужно заряжать. Да, я сейчас пострадаю. Да, это было больно. Но в любом случае я заряжаю все-таки своего хиллера. Подходит еще камешек отличный для зеленых бойцов. Сейчас я постараюсь как-то, наверное, пробить все-таки Ваида. Да, хорошо. 2 крита улетело, там по 1000. Это без среза стихийки, если что. Нормально. И еще 3 камешка. Ну, к сожалению, опять-таки, видите, там 20 с копейками или сколько хп оставалось. Ну, сегодня игра прям на соплях все держит у меня. Ну, опять-таки, здесь хорошо, что камень был. Точнее как. Ну, где-то был по итогу, где-то не был. Это мы потом увидим.
Но сейчас уже я могу спокойно выдохнуть. Я понимаю, что здесь нужно будет очень постараться, чтобы залить этот этап. Хотя с другой стороны, война все-таки со стрелами, и это может быть, в общем-то, не очень предсказуемо. Так, мне надо еще зеленых. Мне нужен один зеленый камень, на самом деле. Я решаю даже через щитки заблокировать обеих бойцов. Естественно, я по факту блокирую только дракончика. На станка моего падает цепь. Я отхиливаюсь, снимаю себе всю эту гадость. Теперь спокойненько можем добирать, наверное, Одиссея или... Нет, дракончика. С 2 дракончика и третий полетит... Да, даже 3, слушайте. Или нет, станок в 3, да, зарядился, станок в Одиссея полетел. Все, взрываемся. Здесь просто осталось сейчас через желтые как-то прокинуть. Хватит? Хватило. Отлично. Бригадира тоже шотнули. Карме спасибо за подгон. Хорошее поле было. Ну, здесь и команда интереснее, честно говоря. Лично для меня, опять-таки, я старался брать интересных персонажей. Дальше я пошел на Лию. Смотрел, там много кто из наших на ней разбивался. Я решил взять просто с позиции силы, без каких-то хилов, без вот этой всей херни. Просто пойти и разнести все. Вот есть 3 зеленых, есть 7 желтых. Все, до свидания. Что мы видим? Мы видим, что зеленые есть. Окей. С желтыми, честно говоря, я вижу, что да, там 3 плюс 3, но что будет дальше, непонятно. Я пока, наверное, не буду прокидывать скади, я все-таки рискну и прокину сначала, наверное, фиолетовое, да, вот внизу там горизонтальное. Да? Да, сначала прокинусь, наверное, потом... Да-да-да, молодец, хорошо. Конечно же, полетела комбо. Это было очень предсказуемо. Теперь Данте блокируем. И начинаем что-то делать, как-то мутить себе желтенькие камни. Вот, трешечка есть, полетело хорошее такое комбо качественное. Еще раз, наверное, давайте прокинем желтенькие. Отлично. И, наверное, в плечо нужно уже ультить толиком, потому что там будет контра. Это будет не очень хорошо. Комбо летит, заряжается по Зузу. Момент напряженный, но, слава богу, я остаюсь в живых. Разультился, вынес 2. Сангр-тренир или как там его в хрена сейчас, я думаю, все-таки догорит. Но, ребята, остается Алиса. И я знаю, почему наши бойцы часто разбивались на этой команде обороны. Точнее, я догадываюсь, я был уверен, что если я сейчас заряжу Алису, то она как минимум полтима возродит. Я максимально далеко пытаюсь вообще там заряжаться, но у игры на это все есть свои скрипты. Алиса заряжается, ультит, возрождает 3, пускай и полудохлых. И мне реально везет, наверное, что... Да как бы Низар ультит туда, куда надо, и у меня есть желтые камни. Это единственное, что меня спасает, потому что я заряжаюсь, и, в принципе, с прокаста я уже всех уношу. Но, опять-таки, вот Алиска, да, герой какого-то там 1983 года релиза, но она до сих пор иногда тащит, когда работает скрипт, но, тем не менее, это шоу. Дальше идем на Марата. 5784. Команда интересная. Хотелось посмотреть на работу этого робота с парового века. Я даже не помню, честно, как его зовут, но здесь интересные плечи. И все-таки Кумихо, хоть и в углу, но она очень противная до сих пор. Я беру фиолетовую ударку. На помощь беру Ангрбоду, потому что мне здесь не хватало всячески ударной силы и непосредственно среза брони. Да и получается, что нужно 6 камней красных, 6 камней фиолетовых я пока собрать не могу. Я могу или горизонтально 3 прокинуть, или Кумиха прокинуть. Вот, есть 3. Ну а дальше, наверное, желтую 4 собирать.
Вот так я и делаю. И я понимаю, что по факту ничего не произошло. Фиолетовый камень не подошел. Хотя мне надо, блин, реально там, ну, буквально еще пара камней. Просто пара камней, их не достать. Прокидываемся, вот, заряжаемся. Но 1900, я понимаю, что я центр сейчас не пробью. Мне нужно еще подгонять камни. Вот, слава богу, сейчас подошло чуть-чуть. Проблема заключается только в том, что этот боец, робот, честно забыл, как его зовут, но он уже заряжен. И я понимаю, что он же сейчас смятение на кого-то накинет. Вопрос на кого? И снимет, между прочим, минус 400 хп. Ультит в Кахиндо, хорошо. И в этот момент бафчик Седны заряжает лисицу. Лисица, мудила, накладывает своих лисят. И я уже понимаю, что, блин, ну если я сейчас Осириса мультану в центр, и он не промажет, тогда все окей будет. И он не промазал. Все, мы баф лисицы сняли, теперь можем спокойно разобрать центр. И там уже дальше пытаться работать там, где получится, собственно, работать. Кахинда, блин, случайно зарядилась, она сейчас скинет свою ману. Блин, не повезло. Можно прокинуть сейчас, на самом деле, 4 зеленых даже. Хотя вот, видите, у меня... Я максимально сейчас понимаю, что мне нельзя кидать влево. А у меня все такие плюс-минус интересные комбинации только слева и есть. Приходится кидать в Каити, потому что он и так был заряжен. В центр прокинем сейчас Кахинду, заряжаемся. С нее цепи спали. Зарядились, чуть-чуть живем еще. Под Латеса ничего не вышло. Ну и опять в кого ты кинешь. Вот, в корпуса минус 400 хп к максимальному запасу. Смятение. У меня нет чем снять в данный момент эту всю гадость. И у меня есть варианты или в Латессу кинуть, или в Лисицу, или опять-таки в этого парового робота. И честно, я не хочу кидать ни туда, ни туда, ни туда. Но я понимаю, что что-то мне делать надо. И по большому счету, наверное, безобиднее всего будет прокинуть в лесу, параллельно заряжая Кахиндо. Благо фиолетовые 3 вышли, сейчас будет больно. Хорошо там влетела, кстати, под критом. Блин, Кумиха, она совсем чуть-чуть там не откисла, а это было прикольно. Так, а что дальше, слушайте? Блин, ну желтые, потому что все равно он заряжен, этот боец. И насколько вы видите, опять поле было прикольно, что у меня игра второй раз за сегодня уже, она сама вращает поляну, потому что она, эта поляна, это просто забей. Окей, я зарядил свою Ангербоду. Она сейчас скинет свою манку. Это было прекрасно. Но мы зарядили своих фиолетовых бойцов. Фиолетовый камень там добил лису. Это было ожидаемо. Я специально так горизонтально прокидывал. Да и все. Каити там будет ультить. Я думаю, что он сейчас кого-то ушатает. Ой, слушайте, как хорошо сейчас на Ангербоду 3 камня вылетело. Это хорошо. Убил Каити моего Осириса. Но мы сейчас можем разобраться с Латессой, наверное. Почти. Почти разобрались. 3 камня еще фиолетовых есть. И даже если мы с камней ее не заберем, то мы сможем потом с ультимейтов ее добрать. Да, отлично. Добираем с ультимейта. Наверное, я думаю, даже Моники одной хватит. Ну, в любом случае, мы ультим сейчас всеми, потому что если мы этого не сделаем, то этот зелененький боец сейчас кого-то осадит. И я понимаю, что, блин, ну, я на таких соплях просто без полноценного хила. Если сейчас опять в Кахинду попадет, то это будет жестко. Нет, слава богу. Вот. Мы снимаем себе эту всю парашу, хоть чуть-чуть там как-то этими миньончиками подхиливаемся. Теперь важно где-то правее прокидываться, максимально справа. Хорошо, хорошо, есть. Еще нужно 1 камень в пустоту. Ну или красненькие тоже пойдут. Я думаю, что с красненькими неплохо тоже сейчас сработается. Давайте разультимся. Снимаем стихиечку. Ой, сработал кавалер. Ну ладно, кавалер сработал, ничего страшного, бывает. Каити разрядился в Монику. Мудила разрядился в Кахиндо. Ага, значит, мы сейчас не сможем, если что, забафаться.
Кавалер сработал еще один раз, но благо улетели в камни в пустоту. Я смог получить своих фиолетовых и, в принципе, на морально-волевых плюс-минус вытащил этот тапок. Вот это был интересный тап. Вроде и камень там, ну, где-то был, где-то не был, и так, на соплях все, но это было прикольно, мне понравилось. Вот, дальше я пошел на какого-то игрока, честно, я Юва или что-то, ну, с моим зрением, серьезно, я не могу прочитать этот ник. Вообще не понимаю людей, которые пишут так, что хер бросаешь. Вроде Юве там, да, типа Ювентус, что ли, фан Ювентуса. Значит, на него я беру 3 синих ударничка. И центр здесь, в общем-то, располагал к тому, чтобы быстро пронестись синими камнями. Даже здесь основную проблему создают плечи и фланги. Но в этот раз, к сожалению, я вижу, что синих я смогу зарядить, возможно, где-то послезавтра. Вот, поэтому, ну, коль уж у меня саппорты красные и зеленые, то нужно заряжать хотя бы их. Я понимаю, что синих я уже не смогу зарядить в ближайшие там ходов 10, поэтому нужно постараться подзарядить своих хиллеров, чтобы как-то дожить до момента, когда камень синий все-таки дадут. С фиолой и зеленые, наверное, надо прокидывать, заряжать уже Анида. Вот. Я понимаю, что, наверное, ну, я не знаю, есть смысл сейчас, нет смысла не мультить. Наверное, нет. Да, вот лучше дособирать раз красные, 2 красные слева. И еще Милана подзарядить. Пускай она разультится уже, эта красная барышня. Джеллин. Она, блин, бьет нормально и навешивает проклятых миньонов. Да. Но это не самое печальное. Самое печальное то, что у меня синие камни, они, в общем-то, не особо хотят выходить. Вот, вроде как что-то вышло. И здесь вот ключевой момент. Прокидывать в Латессу или прокинуться зеленые с желтыми, чтобы снизу подошел еще синий какой-то. И чисто с камней пронести. Я понимаю, что они домультить сейчас. Ну, в принципе, я могу ультануть и в надежде, что снизу вылетят синие камни. Если я не ультану, то там Латесса все как бы будет подсирать. Если я ультану, то есть шанс, что снизу реально подойдут камни, потому что с зелеными, с желтыми можно прокинуть. А за медлом на набор маны есть шанс, что у меня будет какой-то лишний ход. А лишнего хода я вижу, что не будет. Латесса сопротивлялась. Синий камень снизу не подошел. И, собственно, все как я и ожидал. Слишком много пришлось сделать ходов для того, чтобы добраться до своих нужных профитных камней. Там правый бычок уже зарядился, который хил. А у меня на самом-то деле вот там буквально пару камней нужно, а пару камней я даже сейчас собрать не могу. Я понимаю, что мне нужно сделать раз ход, потом 2 ход, и только тогда я смогу зарядить своих синих. Но к этому моменту, ну, меня просто отпиздили. Возможно, я сделал неправильно ход, когда у меня были синие под Латессой. Возможно, не нужно было ультить Анидом. А возможно, что бы я ни сделал, скрипт здесь прописан так, чтобы я соснул. Ну, так уж вышло. Вот 5 очков забрали. Центры даже не пробили. Обидно, досадно, ну ладно. Камень подошел слишком поздно. И последний тапок я беру Надима. Интересно, тоже кома. Я взял себе сюда Мариритку, шестикамневого Дулана зеленого и синих бойцов. Здесь тоже был расчет на или быстрые 7 камней, или же на Маририт, потому что здесь как бы и плечо, и мид, они миньончики. И в целом, да в целом здесь я красные вижу, как вариант собрать справа и через комбо, чтобы полетели синие камни. Это хороший вариант, потому что здесь я имею возможность прокидываться чуть дольше безопасно, чем в прошлом тапе, скажем так. Вот, 4 собираем, даже нет, вот даже через зеленые.
Хорошо, можно заодно там дуло подзаряжать. Ну, слушайте, здесь похоже, что камней чуть-чуть больше, чем даже мне надо было. Коль уж сив зарядилась, то сейчас конкретно ей мы и снимем щиточки сначала, да? А потом уже используем мэриритку, чтобы зарядить ударную трость. Все-таки у меня Титания, она тоже бронерез и хрупкость накладывает. Но здесь как-то, блядь, все криво, оно снялось, поэтому по факту я принимаю решение просто ультануть Титанией, ультануть Канной, снять с себя все дуло нам и прокидывать дальше камни. Можно дальше спокойно прокидывать еще сивку, 3 синих слева. А дальше можно и Канну еще раз влево запульнуть. Ничего, Джейтос это нам не помеха. Канна влево пошла сейчас. Одну Канну убрали, Гиппократ остался. Правый фланг там вроде немного хп, но у меня синие камни закончились. И возможно морду взорвать, вот красненькую с фиолетовым камнем. Но я решаюсь пока подогнать зеленые. Но все-таки я думаю, что мне нужно взрывать синий камень, чтобы зарядить Титанию. Вот там еще полетела комбо хорошо. Прям очень хорошо. Ну, здесь можно, в принципе, уже справа поработать. Снять щиточки Сив. Переключиться на правый фланг. Не снялся щит, кстати, с Джейтоса. Он просто, ну, нехорошо себя повел. Опять мне приходится использовать Титанию для того, чтобы снять щит. Ну, в любом случае, что здесь? Да здесь взорваться просто и камнями добьется, да. Джейтос добился камнями. Можно даже не ультить, просто трясине еще прокинуть под бафом на манку. Ну, Гиппократ на самом деле сейчас будет вытряхивать душу. У него там не больше 400 урона будет входить, но в любом случае я буду просто в него все прокидывать, что у меня есть. Рано или поздно мы его добьем, потому что здесь уже осталось дело техники. И просто дело времени, когда я смогу дозарядиться так, как мне надо. Поэтому ультим раз, ультим 2, ультим 3. Да, там по 400 хпшек, но Дима тоже вынесли. Да и, собственно, это был последний этап. Как видите, война плюс-минус легкая. Одна ошибка, или даже не ошибка, ну не знаю, она мне стоила шота. А как бы с таким соперником 5 шотов, это ты уже где-то в середине списка, даже не наверху. Потому что бойцы у нас все там полальянса, шестишотники. Вот, казалось бы, ну, казалось бы, да. Вот, 6400 на 3700, побеждаем. В принципе, легкая победа, как и ожидалось. Вот, посмотрим, что там, как там, кто набрал. Ну, тапки в ноль, кстати. Ребята тоже молодцы, до последнего откидались. Это вызывает уважение, все в нолике. И по результатам, как видите, у нас там сколько там, 4 шестишотника, все остальные там пятишотники. И вот там после 10 места уже начинаются эти неудачники, у которых там по 4 шота всего-навсего. А он даже там у ребят там и по 3 есть, и добивы там, я вижу, у ребят есть. Ну, короче, война была прикольная. Всем спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось, потому что мне понравилось. Ставьте лайкосики, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.